Всем привет! Не так давно я купил себе ирригатор Vega. Не знаю, если честно говоря, зачем, но еще более странное совпадение, то что вот такой вот ирригатор я случайным образом заказал из Китая. Заказал, собственно, для обзора, потому что такие товары зачастую продают в магазинах на диване, а вас там заинтересовывают, и вы клюете и покупаете. Надеюсь, вы этого не делаете. А пока давайте рассмотрим вот этот механический ирригатор. Если мы взглянем на их рекламу, Here, let's not see it find us out during yourself. Oh, to get out what brushes miss. Just watch Smug's business. There will be free. Yes, this here. There's blood the next day. Your fears is all for what? I got all for what? Hey, that I know. То нам сразу же становится ясно, что, во-первых, те люди, которые снимаются в рекламе, никогда не пробовали этим ирригатором что-то делать, они вообще его не так держат, а они, конечно же, радуются, потому что заплатили за съемки. Ну, а мы все-таки проверим, можно ли им пользоваться, что-то он смывает, или это, как обычно, вот такая вот безделушка, которую вам пытаются впарить X раз дороже, чем он реально стоит в Китае, а цена ему там буквально 3 бакса. Итак, какие же преимущества? Нет батареек и проводов. Да, это, конечно, большое преимущество. Его почему-то здесь называют мощным флоссом, то есть это фактически заменитель флосса для чистки зубов, вернее, между зубами, но, сами понимаете, есть намного более удобные варианты, и которые работают. Сильный напор, чистка зуба, между зубов в 3 шага это все легко очищается. Мне кажется, это очередная чушь, но, возможно, я ошибаюсь. Давайте посмотрим, что внутри. Все выглядит приблизительно так же, как и в рекламе. Ну, только вот этого вот пакета не было. Ну, кстати, пакет с 2 сторон запечатан, то есть все серьезно, видите. Надписи на китайском отсутствуют. Есть инструкция. На 1 лист А3. Здесь подробно написано, как надо нажимать, как не надо нажимать. Оказывается, вниз опускать нельзя, он не будет работать. Вверх поднимаете, он будет работать. Силу нажатия в ньютона, к сожалению, здесь не указали. Хотя, я думаю, это нужно было сделать. Так, ушли отсюда. Итак, никаких дополнительных сменных штучек здесь не предусмотрено. Кстати, эта штучка интересно съемная, но я бы не ломал. Так как она одна, какой смысл ее снимать? Давайте попробуем заглянуть внутрь. Клац. Ух ты! Смотрите, здесь стоит силиконовая такая вставочка, то есть вода отсюда выливаться не будет. Трубочка сделана, в общем-то, по размеру. Чуть-чуть можно было длинней. Но так там буквально останется совсем чуть-чуть пустого пространства. Конструкция, как видите, совершенно простая. Я думаю, если будет напор слабый, то вы сможете поливать свои домашние цветы. Немножечко что-то здесь тарахтит, возможно, где-то шарик застрял. PowerFloss Dental Water Jet. Перед использованием нам рекомендуется погрузить данную штуку под воду со снятым вот этим вот резервуаром, для того, чтобы сюда закачалась вода, для того, чтобы она начала работать. По качеству пластика. Пластик использован дешевый. Дешевый, реально дешевый пластик. Видите, он сразу же зацарапанный, хотя он был в упаковочке. Снимаю, кстати, я на телефон, поэтому если вам не нравится качество, то все претензии к Xiaomi. Потому что у меня аккумулятор на камеру сейчас заряжается. А чтобы не терять время, я решил снять вот такой вот небольшой ролик. Технически вот этот вот пыптик мы сможем снять, но практически я не могу нажать на данный пластик, а сломать до того, как я сделал обзор, я думаю, будет странно. Нам нужен небольшой резервуар для воды, для того, чтобы мы заправили и проверили, что он хотя бы работает. И такая емкость нашлась, а значит, мы сможем зарядить внутренний резервуар водой и проверить, работает ли данная конструкция. Как видите, после продувания у нас есть поток воды. Теперь мы набираем вот в эту емкость и, естественно, строго как нарисовано. Внутри, кстати, есть тоже ограничения, и больше, чем нужно, вы не наберете. А вот меньше можете, конечно же, набрать. Ничего вроде бы не протекает. Давайте проверим, насколько он рабочий. Работает, и, как вы слышите, довольно сильный поток. Кстати, как водяной пистолет, вполне себе годная штука. Единственное, резервуар маленький, и буквально несколько нажатий он опустошается. Сомневаюсь в эффективности всего этого предприятия, но сейчас я пойду попробую. Потом это все дело заснимем и оценим результаты. Стоит ли покупать данную штуку, если, конечно, вам не нужен прикольный водяной пистолет. Я заправил данный PowerFloss теплой водой. Добавил туда немножечко ополаскивателя концентрированного, для того, чтобы это было хоть чуть-чуть эффективно. Надеюсь, будет эффективно. И спробую на себе. Я жадно сгрызаю этого невероятно сладкого шоколадного, хотел сказать зайца, нет, какого-то оленя. Очень сладкий и не очень вкусный, как все вот такие вот пустые внутри игрушки. И вот когда получил огромную дозу глюкозы, мозг начинает очень быстро работать, и он понимает, что не надо этого делать, я приступаю.
Во рту очень сладко. Не скажу вам, насколько это эффективнее, чем просто пополоскать рот, но струя бьет довольно-таки сильно. А вот из-за некачественного вот этого вот наконечника, конечно же, напор не такой сильный, как он мог бы быть, если бы здесь было более тонкое отверстие. Я попробовал бить водой в мыло. Выбивают вот такие вот довольно глубокие лунки. То есть напор есть. Этот напор приблизительно метает воду на 3 метра. Но одну задачу данный прибор все-таки выполняет. Если у вас после плотного обеда, ужина или завтрака что-то прилипло на зубах, то для быстрого устранения данного недостатка можно использовать зубы. Она вам не почистит, но уберет основной налет и добавит хорошего запаха, если вы туда нальете ополаскиватель. В остальных же случаях лучше просто почистить зубы и прополоскать ополаскивателем. Это будет намного более эффективно, чем использовать вот такую приблуду. Но ее вы сможете отдать своему ребенку, и он сможет играть как с водяным пистолетом. В ходе теста вот этого вот ирригатора мне пришлось сожрать 2 шоколадных оленей, после которых мне надо будет это все дело чем-то запивать, заедать. Я не понимаю, зачем выпускают вот такие вот ирригаторы, зачем выпускают шоколадные елочные игрушки, которые, да ну его нафиг, чтоб есть. Вывод. Хочешь прикольный водяной пистолет, покупаешь ирригатор. А если ты хочешь, чтобы у тебя были чистые зубы, эта штука тебе не поможет. Поэтому не могу рекомендовать это к покупке. Увидел, обойди мимо.